Всем привет, ребята! Надеюсь, вы соскучились по моим роликам, так же, как и я по вам. Как и обещал в телеграм-канале, видео по нашей всеми любимой игре теперь будут выходить только по обновлениям. В целом, основные мероприятия и лазейки в игре, которые мне были известны, уже есть на моем YouTube-канале. Ну и, конечно же, не забываем про наш чат в телеграм-канале. Там же мы тоже стараемся находить новые фишки. Если вы соскучились по моим роликам, поставьте лайк, чтобы я понимал, что вам по-прежнему интересен этот контент. Ну а теперь по старинке. Подготавливаем теплый чай или кофе и давайте начинать. Мероприятие, которое у нас началось сегодня, называется «Романтический сезон». Оно приурочено ко Дню всех влюбленных. Хочу поздравить каждого из вас с наступающим праздником и пожелать, чтобы каждый из вас нашел для себя любимого человека с таким же вайбом, как и у вас. Потому что без любви в наше время тяжело. Так что любите и будьте любимыми. Что касается письма, которое нам пришло вчера, в нем было сказано, что сегодня стартует романтический сезон, а уже завтра начинается мероприятие «Чудесная фантазия». Кто не в курсе, это тот самый режим, где мы играем в 3 в ряд и, проходя этапы, получаем различные награды. Честно сказать, я сам в этот режим почти не захожу. Эту работу с большим удовольствием оставляю своей жене, которая любит такие игры. И каждое это мероприятие у нас с ней превращается в баталию, потому что она постоянно просит алмаза, чтобы снова попробовать пройти уровень. И каждый раз говорит: у тебя их и так много, тебе что, жалко 500 алмазов? Но в любом случае, не советую гнаться за рейтингом в этом режиме. Лучше просто пройти 20 этапов и забрать базовые награды. Ну а теперь давайте перейдем в раздел «Романтический сезон». Здесь мы с вами видим стандартный магазин Иния. В целом ничего нового, но давайте все же разберемся подробнее. Мы с вами заходим в раздел «Лепестки страсти» и видим два вида наград. Слева бесплатные, а справа донатная линия. При покупке пакета за $5 вы открываете награды справа в этом разделе. Помимо этого, вы получаете двойные награды за выполнение ежедневных миссий, о которых мы сейчас поговорим. И, конечно же, получаете рамку. Куда же без нее? Напоминаю, что бонус защите войск за получение рамок суммируется. Поэтому, если у вас минимальный донат в игре, то советую брать этот пакет. Основной бонус идет не от самой рамки, а от того, что при покупке пакета «Цветущее обещание» вы получаете двойные награды в этом разделе. В целом задания несложные и всем уже знакомые. Единственное, на что хочу обратить внимание, это на задание совершения любой покупки. Тут не сказано, что покупка должна быть именно за $5. Достаточно покупки за $1. Что же нам выгоднее приобрести за доллар? Мы с вами заходим в магазин Иния и видим в данном разделе пакет за $1. Этот магазин обновляется ежедневно в период мероприятия. В итоге за $1 мы с вами получаем 20 раковин за покупку пакета в магазине Иния и 10 раковин в текущем разделе за выполнение задания при условии того, что вы берете двойную награду. Итого мы получаем 30 раковин в день за $1. Касательно подсчетов, то тут все стандартно. Без доната мы получаем 125 раковин за период мероприятия. Покупка пакета за $5 с двойной наградой по итогу нам позволит получить 210 раковин плюс рамку. Покупка пакета за $5 плюс ежедневная покупка пакета за $1 позволит нам получить 350 раковин. Есть еще одна опция. Не покупать пакет за $5 с двойной наградой, а брать только пакет за $1 каждый день. Этот вариант для тех, кто принципиально не хочет донатить более $5, но при этом выжать максимум выгоды. В этом случае мы с вами получаем 250 раковин. Немного больше, чем без рамки, но выбор остается за вами. Я, скорее всего, буду делать покупки так, чтобы получить 350 раковин. То есть покупка пакета за $5 с двойной наградой и дополнительно каждый день буду брать пакет за $1. Ну а теперь давайте разберемся, на что стоит тратить накопленные раковины в период мероприятия. Вы же меня знаете. Там, где есть мифрил, я всегда его беру. В целом, у меня уже более-менее все в порядке с приоритетными опциями снаряжения для героев. Но мифрил я все равно продолжаю забирать во всех возможных магазинах. И этот не исключение. В любом случае, я мифрил всегда успею взять в данном магазине. Но перед этим для меня есть обязательная покупка. Это скин на остров. Его можно прокачивать общими фрагментами. Поэтому первой моей покупкой будет именно он. Мне попадались на форумах скриншоты, где указывалось, что за рейтинг острова мы сможем получать промежуточные бонусы. Какие именно награды, вы сможете посмотреть у меня в телеграм-канале под постом к этому ролику, в комментариях. Так что заходите в мой телеграм-канал и ознакомьтесь. И не забывайте, что в телеграм-канале вся информация появляется гораздо быстрее, чем на YouTube-канале. Плюс мы там регулярно выкладываем подарочные сертификаты от разработчиков. Итак, давайте продолжим. После покупки скина на остров я буду приобретать мифрил. Но давайте разберем и другие опции магазина для вас. Лично я не нуждаюсь в кристаллах огня в больших количествах, так как все основные здания у меня уже 10 уровня. Но если вы ощущаете дефицит этого ресурса, то, конечно же, вы можете его взять.
Что касается чертежей талисмана и проектных планов, это тоже неплохие альтернативы. Однако игрокам без доната я все же рекомендую делать упор именно на проектные планы. Чертежи талисмана мы сможем получать из разных игровых мероприятий, а вот проектные планы добываются гораздо сложнее. Остальные позиции магазина, на мой взгляд, являются менее приоритетными. Касательно скинов, вы знаете мое мнение. Я не сторонник декора и всегда делаю приоритет только на улучшение своей статистики. По итогу мой совет такой. В первую очередь берем скин на остров, а на оставшиеся раковины по ситуации. Либо мифрил, либо проектные планы, ну, либо же, конечно же, чертежи талисмана. Не забываем про промежуточные награды в этом разделе. В целом, на основе моего доната, очевидно, что я не дойду до 1000 и придется довольствоваться только промежуточными наградами. По магазину Ини, я думаю, все понятно. Теперь давайте разберемся с цветочной битвой, где наша задача бить Розария и за каждый удар получать небольшие награды. Помимо этого, здесь можно получать бонусные и, конечно же, рейтинговые награды. Если вы хотите узнать оптимальную информацию для удара по Розарию, то она стандартна, а именно такая же, что и для Медведя, с тем же соотношением. Я буду использовать связку Гектор плюс Мия плюс Бланшет с соотношением 1% пехоты, 5% копейщиков и 94% лучников. А ваша задача выставить 3 героев и то соотношение, которое вы используете при создании ралли на ловушке Медведя. К сожалению, бить Розария прямо сейчас я не буду, так как делать это нужно обязательно под бафами, а они мне еще сегодня понадобятся для вечернего Джо и рудника. Но в целом, думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Ваша задача – одеть снаряжение героев, как вы используете на Медведе, не забыть включить бафы и нанести удар. Теперь важное отличие от прошлого года. В прошлом году за атаки по Розарию мы получали букеты, которые можно было дарить друзьям. За большое количество подарков игроки попадали в рейтинг и получали скины ко Дню влюбленных. В этом году этой опции пока что нет. Не исключено, что разработчики ведут эти скины именно ко Дню влюбленных, и подарки можно будет делать только за донат. Но это пока лишь только предположение. Будем смотреть, что они добавят в ближайшие дни. Сейчас эти скины в игру еще не добавили, хотя на форумах мне уже попадались эти скриншоты. Так что остается только ждать. Если эту опцию все-таки ведут, ждем вас в телеграм-канале. Будем помогать друг другу с рейтингом. Я лично гнаться за местами в топе не буду. И лучше сделаю кому-то из ребят подарок в виде букетов. На следующей неделе с вероятностью 99% нас ждет мероприятие от администрации, так как уже будет китайский Новый год. Поэтому на этой неделе сильно не тратимся и ждем ивент от разработчиков, который, скорее всего, выйдет в период мобилизации. И я обязательно постараюсь снять для вас ролик по этому событию. Это все, что я вам хотел рассказать про событие ко Дню влюбленных. В целом оно не отличается от стандартного магазина Иния, не считая нескольких изменений, которые были озвучены в ролике. Донат я свой вам озвучил, и альтернативы я предоставил для многих из вас для покупки. Надеюсь, эта информация была для вас полезна. За труды попрошу вас поставить лайк и, конечно же, подписаться на мой канал, если вы еще этого не сделали. Я по-прежнему буду стараться для вас освещать все нововведения в игре, которые будут доступны для нас. А на сегодня все, ребята. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.